Сегодня в видео мы с тобой посмотрим на крутые игры, которые были удалены из Google Play, но остались тут в сердечке для наших телефонов и планшетов. И всем привет, братюни и сестрюни, меня зовут как всегда Лайт. Ставь лайк, если этот видос вызовет хоть каплю ностальгии, и комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку, и мы с тобой начинаем ролик. Сначала скажу так, что хотел сделать ролик на тему старых Java игр. И если хочешь такой видос, то пиши в комменты. Говорят, ты вернулся или не уходил. На мониторе тени, в коридоре звуки, камера шипит, фонарь мигает, а за дверью уже кто-то дышит. Ты один. Ну конечно, кто же пойдет в ночную смену? К Фредди. Здесь не играют честно. Аниматроники, они не глупые, они ждут. И ты трофей на полке плюшевого Фредди. Каждая кнопка на пульте как глоток воздуха. Каждый мигающий свет как последний шанс. Хочешь выжить, включай голову. Следи за камерами, закрывай двери, экономь батарею. А если все станет совсем плохо, просто надень маску. Не факт, что поможет. И помни, тут нет многопользовательского режима, только ты, скрежет металла и тишина, в которой что-то прячется. Это не просто хоррор, это твоя личная встреча с детскими кошмарами. Поэтому добро пожаловать обратно в самый ужасный офис в истории видеоигр. Кстати, братишка, инструкции, как поиграть в эти игры из ролика будут у меня в ТГ, а ссылочку найдешь, как всегда, в описании. Если ты вдруг проснулся с желанием спасти человечество и не облажаться, поздравляю, ты готов к XCOM. Это не просто порт, это расширенная версия культовой стратегии, где пришельцы не шутят, а каждый твой солдат на вес золота. И если ты любишь, когда каждое решение может стоить тебе любимого бойца, прокачанными метками выстрелов, то welcome. Тут довольно умные враги, боссы злые, а карты сложные. Но ты ведь не из тех, кто боится трудностей, верно? Только знай, это шахматы с гранатометом, и тут каждый ход может стать последним. Игра, где побеждает не пальцы, а мозг. Так что твой ход. Говорят, был когда-то человек, не герой, не святой, с кодексом чести. Его звали Альтаир. Он жил до всего, что ты знаешь. До Эцио, до Конора, до легенд. В те дни земля кипела от крови, крестовых походов, а города молчали от страха. Альтаир шел по крышам Иерусалима и Дамаска, не оставляя ни следа, ни свидетеля. Но он искал не месть, он искал чашу. Это артефакт, способный закончить войны. Это был путь сквозь города. Интриги и ловушки. Паркур был его молитвой, клинок исповедью, а маска молчания единственным спутником. Говорят, он так и не нашел покоя, но оставил за собой тень, с которой началась целая сага. Ты еще здесь? Тогда надевай капюшон и стань частью этой легенды. Передай, пожалуйста, мне привет. Давно прошу. Без проблем. Илюха, привет тебе. Готэм, мокрый асфальт блестит под дождем, и где-то в переулке слышны шаги. Твои шаги. Ты не просто игрок, ты Бэтмен, ты страх, ты тень, ты ночной кошмар для всех, кто решил творить зло в этом городе. В этой игре ты не проходишь уровни, ты патрулируешь улицы, полет между небоскребами, темные переулки, езда на бэтбайке. Все будто бы вырвано из сна фаната Нолана. Атмосфера тут прям 10 из 10. Саунд греет душу, пока ты бьешь очередного гопника бумерангом. Но главное это чувство стать героем. Не потому что хочешь, а потому что должен. К сожалению, игрушки больше нету в Google Play, как и, собственно, всех этих игр. Но сам Бэтмен остается в сердце. Кстати, хороший вопрос, как поиграть. А инструкцию найдешь у меня в ТГ. Ты играешь за кружку? Да-да, кружку с ручками, ножками и проблемами с дьяволом. Капхед заключил сделку, проиграл и теперь отбивает долги. Чем? Битвами с боссами, которые выглядят так, будто сошли с сумасшедшей версии Disney 30-х годов. Сразу скажу, это не прогулка по парку. Тут каждый босс – это экзамен. Тут каждый босс – это экзамен на реакцию, нервы и выдержку. Погиб? Ничего. Респаун и погнали. У героя бесконечной жизни. Но это не делает игру проще. Графика ретро, музыка качает. Пальцы болят. И ты все равно не можешь остановиться, потому что еще одну попытку. Тут звучит как приговор. Ты
сидишь за столом, перед тобой помповое оружие и глаза, которые не моргают. Это не шутка, это настолка, в которой от каждого хода зависит, услышишь ли ты следующий. Тут нет карт, нет кубиков, есть только ты и дробовик 12-го калибра. Раунды 1 на 1, каждый как вздох в темноте, затягивающий, абсурдный и странно красивый. Используй наручники, чтобы лишить врага хода, чтобы пропустить один патрон. Тут даже русский завезли. Каждое действие как психологический шаг по лезвию. Ты не просто играешь, ты словно смотришь в черные зрачки судьбы и делаешь ставку на выживание. Ты готов нажать на спуск. На старте тут милота, школьный клуб литературы, аниме-девочки, печеньки и стихи. Думаешь, будет еще один визуальный роман. Полистаю, а потом бум, тебя выбрасывают в бездну. Сюжет начинает ломаться, как стул, на котором ты сидишь. Персонажи, как будто кто-то им удалил душу. Ты уже не читаешь, ты вжимаешься в экран, пытаясь понять, что это за хардкорный психологический триллер, замаскированный под литературный клуб. И каждый раз, когда ты думаешь, все, я разобрался, держи еще один твист. Это не просто хоррор, это ломка четвертой стены мозга и вера в жанр. И да, тебе трижды придется начать сначала. Почему? Потому что она заставит. Днем учеба и заботы, ночью прыжки по крышам и сражения с монстрами. И вот ты думаешь, это просто игра, но вдруг понимаешь, ты ведь тоже лавируешь между ролями, между тем, кем хочется быть и кем нужно. В этой игре тебе дадут свободу, бои с Веномом, Гоблином и Электро, апгрейды костюмов, выбор, куда пойти и кого спасти первым. А каждый спасенный – это напоминание, что ты не просто катаешься на паутине, ты творишь историю, но и ответственность. А значит, узнаешь не паука, узнаешь самого себя. Братишка, слушай, я прошел кучу шутеров, но Quake 4 это прям мясной олдскул. С первых секунд. Экшен на максимум. Ты Мэтью Кейн, спецназовец, которому повезло остаться в живых. Пока тебя швыряют в самое пекло, мясорубки. И тут все решает твоя реакция. Пушки тут сочные, каждая отдает по пальцам, как будто держишь ее в руках. А враги не глупые болванчики. Это смесь киборгов и бывших людей, которых перестроили так, что даже Терминатор поперхнулся бы. Графика олдовая, но стильная. Атмосфера, космос с налетом безумия. И да, тут даже мультиплеер частично подвезли. Конечно, серваки уже сейчас не работают, но когда-то да. Так что если хочешь, меси ботов. Если у тебя нервы из стали, и ты скучаешь по временам, когда не водили тебя за ручку, залетай в Quake 4. Это тест на прочность. Сдашь, будешь героем. Нет, но это тоже опыт. В этой игре вам предстоит окунуться в мир великих сражений вместе с легендарными персонажами, которые расскажут, как именно они прокладывали себе путь в историю. Главный герой потерял свою семью и остался сиротой. В его жизни не нашлось ни одного человека, который смог бы заменить ему семью, и поэтому персонаж нашел свое призвание в боевых искусствах. В деревне, где он жил, упорные тренировки привели к тому, что он стал первым мастером великой силы. Но пока он проживал свою историю, параллельно с этим развивались и другие события. Далеко на территории расположена Нефритовая империя. Так уж сложились обстоятельства, что на ее землях продолжается засуха, которую спровоцировали. В связи с этим за короткий промежуток времени погибло 2 императора. И Нефритовой империи нужен герой, который сможет разобраться в ситуации и наказать виновных. В игре есть прикольная прокачка героев, крутая боевка и огромный открытый мир, который дает возможность разгуляться на полную катушку. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас сможешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Умиротворяющая игра-головоломка, в которой вы будете восстанавливать природные экосистемы. На самом деле выглядит довольно интересно, поэтому ждем. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, а также подписывайся на канал и смотри вот эти крутые топы. И всем пока-пока.